Всем привет! Меня зовут Антон, и это канал Торосвелла. Мы вещаем из моего гаража. Да, Торосвелла находится в гараже, и уже много-много лет. Что такое Торосвелла? Наверняка многие из вас задаются этим вопросом. Торосвелла — это кастомные велосипеды. Мы варим рамы, собираем велосипеды. Примерно вот такие. Изначально, с самого первого дня и до нынешнего момента, Торосвелла задумывалась как МТБ. Велосипеды, двухподвесы и так далее около этого. Но в 2011 году было нереально сделать подвес сразу. Я это адекватно понимал. Я не знал ничего, я не знал, какие материалы используются в индустрии, я не знал, как вообще работать, как делается рама, я не знал ни одного пункта техпроцесса. Я не знал также и ни одного пункта постпроцесса, что тоже очень важно. Ничего не зная, я решил начать. У меня было желание, и этого оказалось достаточно. Первые рамы я решил делать из алюминия, так как это материал, который ближе всего к тому, что используется в двухподвесах и традиционных маунтинбайках. К сожалению, это была ошибка. Ну, как ошибка, это был опыт. Все мои первые алюминиевые рамы выглядели невероятно страшно и до сих пор проживают в подвале моего гаража. Лишь парочка из них покинула стены этого места и вроде как даже катается, а у других, может, даже лежат также в подвалах, спрятанные от всего белого света. Позже, в 2014 году, спустя, наверное, уже 3 года или 2, я пришел к тому, что лучше попробовать со стальной рамой. В отличие от алюминия, мир стального фреймбилдинга в то время, только в 2013, наверное, году, я узнал, что такое фреймбилдинг, что существует целая индустрия и множество других мастерских. До этого мне казалось, что существуют только большие производители. Но так как существует целая индустрия кастомных стальных рам, соответственно, для этой индустрии существуют поставщики. Как выяснилось, их целая куча. Производители труб, такие как Columbus, Reynolds, какие еще? GD-Чай, Waywolf, нынешний недавно появился, True Temper, который почил недавно. У них всех было множество вариантов купить различные трубы под разные классы велосипедов. Шоссейные, трековые, МТБ, туринги и так далее. Данное открытие меня просто окрылило. Теперь я не покупал трубы метражами, алюминиевые дурацкие трубы метражами, а покупал штучные трубы, такие как, к примеру, вот это. Это перо. Очень крутое перо из термообработанной стали для шоссейного велосипеда. Оно имеет переменный профиль, сечение и намного лучше, чем если бы вы попробовали сделать его из простой круглой трубы с постоянной стенкой, как я это делал ранее, с 2011 по 2013 год. Также помимо производителей труб можно было купить различнейшие детали к раме, а именно каретки, стаканы, дропауты и так далее. К примеру, на свои первые алюминиевые рамы я пилил дропауты лобзиком из листового металла. То есть у меня был лист алюминия, похожего сплава, и я из него выпиливал дропаут. Я говорю вот о таких дропаутах, которые сейчас мы используем. Синтез и под обычный эксцентрик. Вот примерно что-то похожее пытался я делать, но мои поделки были далеки от этого. Здесь же это качественная деталь. И поэтому можно сказать, что моя деятельность как фреймбилдера и Торосвелла появилась в 2014 году. Тогда я сделал первую стальную раму из всех вот таких вот элементов. У меня была работа, и все заработанные на ней деньги я приносил вот в этот гараж. Ну, начнем с того, что я его купил, и он тоже стоил денег. Потом я купил кучу всякого инструмента, как стапель, станки и прочее, 5-10.
И все эти годы я работал на работе, такой же, как у всех обычных. И в свободное время я тусовался здесь и пытался варить рамы. А последний год мы занимались проектированием нашего первого подвеса. Это трейловый найнер с ходами 130 и 150, с кастомной геометрией. То есть мы продолжаем работать в кастомной среде. Это полусерийный продукт, но с кастомной геометрией. Почему же мы занимались этим целый год? Ведь это же всего лишь рамы, велосипеды. Но, как оказалось, это не так легко. До этого мы строили только хардтейлы. Это были шоссейные велосипеды, МТБ хардтейлы, туринги. И начинали мы вообще с фиксов. Fixed Gear — это рамы, да вы знаете, что такое Fixed Gear. Так вот, самый простой способ начать — это построить фикс. У него минимум деталей, он минимально требователен к качеству, наверное. В общем, это входной билет в мир фреймбилдинга. Fixed Gear. Если вы хотите начать, то рекомендую с них. В следующих видео вы увидите процесс постройки нашего кастом подвеса. Вы увидите множество других процессов, так как мы по-прежнему работаем. И я надеюсь, дальше будем работать по нашим текущим задачам. Это шоссейные велосипеды, МТБ, хардтейлы кастомные. Впереди будет небольшой обзор выставки NAPS, на которую мы ездили в том году, едем в эту. И множество чего другого. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых видео.